ребятишки соскучились, а мы вот продолжаем террарию проходить. В этой серии я предлагаю вам или убить герцога Реброна, или же попробовать марсианское безумие пройти. Но я сейчас сравню характеристики двух посохов, которые выпадают из первого и из другого варианта, и решу, что будет выгоднее изначально выбить. Вроде бы я сейчас проверил, у ксенопосоха, выпадающей из летающей тарелки, урона меньше, чем у посоха Акуланада, да, который выпадает из Реброна. Поэтому, скорее всего, сейчас летим в космос. Куда-то вот сюда, наверное, не знаю. Вот сюда, я надеюсь, тут будет, типа, зонд. Или вообще над храмом, смотрите. Над данжем Скелетрона. Вот тут самая высокая точка, я сейчас иду туда. И буду с синей свечкой стоять, ждать марсианский зонд. Ой, я выключил микрофон случайно. Жопа. Жопа. Ну, в принципе, марсиане уже прибыли. Это будет, я надеюсь, довольно быстро. Ну, пожелайте мне удачи. Жесть, кстати, они сильные. У них очень бесячие атаки, особенно вот эти голубенькие выстрелы. Так, не налажать бы сейчас микрофоном еще раз. Все окей. Очень сильный дебаф вешают, типа отравления, только он в разы сильнее, в разы быстрее действует. Это прям вообще жесть. Вот просто они выбивают из меня вообще фулл хп. Это очень жестко. Удалось у меня успешно вылететь, я правда сдох еще раз. Короче, я понял, главное не попадать под их выстрелы. Если их в узком пространстве принимать, в принципе, все будет окей. То есть, допустим, я сейчас спускаюсь на землю и начинаю их пушить просто вот таким вот образом. Ну, такая запушил, как бы, да. Я, кстати, надеюсь, вам зайдет новый формат серии, потому что эту серию я тут точно так же хочу сделать коротенькой и с большим количеством музыки, чтобы было приятнее смотреть. Так, а вот и босс качалки, в принципе. Но он дамажит довольно сильно. И надо ему сейчас быстренько отстреливать все его штуки противные. Я сейчас, наверное, первую каточку так буду... ну, не то чтобы снимать, да, но показывать. Здесь он летит довольно быстро. Ну, потому что, ну, в принципе, уронит он, конечно, люто. Вот, на 300 просто тарелка. О, вот это было очень больно. Жесть. Когда я с ней буду сражаться, ну, надо что-то пробовать. Так, ну, хз, я типа прошел события. Но при этом прилетело всего лишь 4 тарелки. Я не знаю, много это или мало, сейчас будем сравнивать. Но и при этом всем еще в купе я не убил ни одной. Ну что-то надо сейчас к ним привыкнуть, просто поубивать еще знамен побочных мобов. И потом уже сражаться нормально с тарелками. Сейчас продам шмот и будем продолжать. Так, ну я на месте, сейчас будем ждать марсианский зонд, фармить потом тарелочки. Нам нужен маунт и нам нужен ксенопосох. Заодно срубим тыковок, довольно много их навырастало. Ну и все, да, ожидайте. Так, зонд я призвал, марсиане наступают, все, полетели. Полетели фармить. Я буду, наверное, сейчас сидеть в своей халупке и что-то придумывать. Надо будет только ракеты отбивать. Так, чуваки, я, короче, накрафтил еще. Это мое уже 5-е событие. Я накрафтил розовых свечек, которые уменьшают спавн мобов. Чтобы меньше мобов мне мешали во время того, как я дамажу тарелку. Я надеюсь, мне это поможет. Так, чуваки, это мое... Так, проверяю запись, а то я что-то... Хз, запись идет, отлично. Это мое уже 7-е событие. 0 тарелок повержено. И у меня почти получается, почти. То есть я чувствую, я вот с этого события могу максимально постараться выбить уже. Ну, надо вылазить, типа, просто. Окей, поехали. Чуваки, я добил! Просто смотрите, сколько могилок, это просто жесть. Это просто лютая жесть какая-то. Я сделал это, и, по-моему, выпал ксенопосох. Надо сейчас пойти глянуть, но я
почти 100% уверен, что это он. Тут еще остались гады. Да, это ксенопосох. Боже, это просто лучшее сейчас то, что произошло со мной. Реликвия и ксенопосох. Еще и лазерный бур. Ну, это меня не сильно интересует. Окей, ставим реликвию. Бамс. Хорошо. И теперь мои вороны с уроном 125 и... А чё так мало? 71. На сайте написано, что там прям омега много. Окей, давайте заюзаем. Они, конечно, очень удобные. То есть они быстренькие, они стреляют, телепортируются быстро, но... хз. Ну, короче, я выбил. Я выбил. И я рад. Я рад. Сейчас буду тестить на еще одном нашествии. По идее, тарелка должна отлетать побыстрее. Сейчас надо будет продать это все, конечно, но... В принципе, я доволен. Уже успел перечарить себе ксенопосох. Получился праведный. А праведный это уже, ну, намного лучше. У него сколько урона? 84 урона уже. Ну, это уже вполне меняемо. Если учесть, какая у него скорость атаки, ну это мега круто. Сейчас буду, короче, мне нужно из следующего события выбить ключ от летающей тарелки, да, чтобы возможно было во время битвы с боссами со следующими, да, там, последними, убирать крылья и ботинки из аксессуаров из моих, поэтому надо фармить. Долго, конечно, я записываю эту серию, но что-то прям как-то очень у меня не получается. Я даже не знаю, ну слишком сложно сейчас все становится, я не знаю. С императрицей света, наверное, вам придется еще дольше видео ждать, но хочу вам напомнить, чем больше лайков вы ставите, тем больше у меня мотивации записывать ролики как можно быстрее. Вот, кстати, и зонд, и мы начинаем. Ну, смотрите, как замечательно работают мои тарелочки. Просто они тэпаются во все стороны. И они убивают вот эти ракеты, кстати, иногда. Сейчас не повезло, правда, но иногда вот раз убили, типа, и мне урон не наносит. Я могу спокойно сидеть в этой халупке своей и ждать тарелку. Смотрите, как быстро разваливается тарелка. То есть я просто должен бегать вокруг нее, и тарелки мои ее пилят. То есть не как вороны. Они не как вороны работают. Вот сейчас будет самая жесткая. Ну, надеюсь, победю. На ваших глазах убиваю. На ваших глазах убиваю. Убили. Изи. Изи, электропушка выпала. Фу, ну короче, вот так вот типа изи я должен убивать сейчас за счет тарелок. В общем, чуваки, вот такая получилась серия. Теперь смотрим на лут. Мне выпал все-таки, я убил уже 6. Ну, суммарно 7 летающих тарелок. Мне выпало 2 ксенопосоха суммарно и 1 ключ. Ключ я сразу же одеваю, я не вижу смысла с этим временить как-то. Сейчас заюзаем просто денежное корыто. Я туда положу своего маунта. Все. Сейчас проверяем запись. Запись идет. Отлично. Так, ну и что еще из лута? Лазерный пулемет. Прикольная штука, но на мага. Ксенопушка тоже классная вещь. Я на стрелке очень часто и пользовался. Ну и колебатель приливов, он еще круче на воина. Ну и остальное все вообще беспонтовщина. Демонический бур, ну... Кстати, ему звуки добавили. Раньше звуков не было, насколько я помню. Ну окей, это все продается благополучно. Вот ты портной. Сейчас мы тебе это все продадим. Реликвии тоже продаем. Ксенопосох один продаем, потому что он мне не нужен. Кушанину скушаю. Правильно? Правильно. Очень долго я записывал эту серию, очень сложно было, и мне кажется, дальше будет еще сложнее. Ну, я буду пытаться, друзья. Все благодаря вашей поддержке, вашим просмотрам, да. Лайков еще очень мало ставится, но я на это и не питаю надежды особые. На этом я вам хочу сказать всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, зовите друзей. Всем удачи, всем пока, друзья.